Добрый день! Сегодня я расскажу, как связать такие трусики и лиф для куклы Лол. Лиф сзади на завязочках, а трусики просто снимаются легко и одеваются. Еще у меня вот такой есть уже комплектик. И я буду вязать, примеряя на вот эту куколку. Я использовала здесь узор, называется резинка, благодаря чему трусики хорошо сидят, легко снимаются и одеваются. Как связать этот узор? Я использую ирис хлопок гамма 10 граммов на 87 метров и крючок 1 миллиметр. Можете использовать любую другую подходящую пряжу. Для начала нужно оставить небольшой кончик, он пригодится в будущем. Вяжем узелок. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 и петля подъема. Дальше со второй петли от крючка я вяжу 3 столбика без накида. И петлю подъема. Поворачиваю и начинаю вывязывать узор резинка. Следующий ряд нужно связать только за одну стеночку переднюю, ближнюю к нам. Три столбика за одну стеночку, 2 и за одну стенку 3. Каждый ряд заканчивайте петлей подъема. Следующий ряд нужно связать за обе стенки. 1, 2, 3. Петля подъема. Таким образом, чередуя ряды, один ряд вяжем за одну стенку переднюю и один ряд вяжем за обе стенки. Нужно связать полосочку длиной, равную объему бедер куклы, того места, где будут сидеть трусы. Примеряйте все время на куклу, вот на это место, и свяжите полосочку таким узором. Примерно вот такой длины получится полосочка, чтобы она полностью облегала бедра куклы. Немножко в натяг должно быть. Вот так соединяется. Обратите внимание, что с одной стороны у нас получились такие стеночки, которые мы не провязывали, а с другой стороны их нету. Ну, на мой взгляд, вот эта сторона симпатичнее, я ее буду использовать как лицевую. Дальше необходимо соединить эти две части. Я это делаю вот этим кончиком. Втыкаю в первую петельку и здесь первую петельку. И протягиваю нить. Дальше вторую петельку и вторую петельку. И третий раз
И здесь узелок делаю. Таким образом получится тоже выпуклая немножко поверхность, как будто вот еще один такой рельеф. И соединение практически незаметно. Так как я соединила с этой стороны сюда, а вязание у меня продолжается здесь, то этот кончик надо на другую сторону просто вывести. Если у вас стороны совпали, то не надо выводить. И продолжаем теперь вязать по вот этой стороне вот этой полосочки, не забывая вот этот кончик прокладывать между петлями. Связать нужно 6 столбиков. 1. Просто пытайтесь проткнуть примерно на одинаковом расстоянии сбоку этой полоски. 2. 3. 4. 5. Вот этот кончик можно обрезать, он уже закрепился и уже нам не нужен. И 6-й столбик, 6, и петля подъема. Поворачиваем, и теперь по этим 6 столбикам вяжем. Первый столбик пропускаем, во второй столбик без накида, дальше 2 столбика и убавку обычную в последние 2 столбика. Петля подъема, поворачиваем, пропускаем 1 столбик, следующий вяжем столбик и убавка. Таким образом у нас в ряду осталось всего 2 петельки. Теперь по этим петелькам вяжем 5 рядов по 2 столбика в ряду. Каждый раз не забывайте делать петлю подъема, иначе вязание немножко стянется и деформируется. Будет не так красиво. Первый ряд, петля подъема. Второй ряд, петля подъема. Третий ряд. Четвертый. И последний ряд, 2 столбика. И петля подъема. Начинаем расширение на попе.
прибавка, и во вторую петлю тоже прибавка. 1, 2, петля подъема, поворачиваем. Сейчас у нас 4 петли в ряду. В первую делаем прибавку, два столбика, и в последнюю петлю прибавку. Петля подъема, поворачиваем. Теперь у нас 6 петель в ряду. Делаем в первую прибавку, четыре столбика, и в последнюю петлю прибавку. Петля подъема. Теперь у нас 8 петель в ряду, и делаем точно так же последний ряд, прибавка с краю, 6 столбиков, раз, два, три, 4, 5, 6, и в последний столбик прибавку. Получилось 10 петель в ряду. Здесь я нить закрепляю и вытягиваю для того, чтобы сшить. Получилась такая деталь. Теперь нужно найти сзади примерно половину тоже. Для этого я складываю пополам. Вот у меня центр. И я прикладываю эту часть тоже посередине. И теперь надо сшить две эти детали. Я это делаю крючком. Просто втыкаю крючок в одну часть, в другую часть и протягиваю нить. Снова втыкаю в одну часть, во вторую часть и протягиваю нить. Сшейте так до конца. Закрепите узелок и спрячьте ниточку между рядами. Так у меня получились вот такие трусики. Передняя часть и это задняя часть. Примеряю на куколку. Они очень хорошо налазят и сидят, не спадают за счет вот этой резиночки. Как связать лиф? Всего за пару минут. Очень легко. Оставляем кончик для завязочек. Делаем узелок.
И вяжем 6 воздушных петель. Они должны быть так довольно плотненько затянуты. 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид и в третью петлю от крючка провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И потом в первую петельку делаем соединительный столбик. Получилась одна часть. Дальше снова вяжем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, поворачиваем вязание и в третью петлю от крючка 1, 2, 3. Снова провязываем 6 столбиков. 1 с накидом. 2, 3, 4, 5, 6. И снова в первую петельку провязываем соединительный столбик. Здесь я делаю узелок и вытягиваю нить, как в завязочку по длине тоже. Это будет вторая. Теперь остается вывести кончики. Первый кончик сюда. Просто по низу, по цепочке. В каждую петельку я его продеваю. Три. Четыре. 5 и сюда в первый столбик и еще во второй столбик и делаю узелок. И точно так же выведите второй кончик, вот этот снизу второй детали, вот в эту часть. И у вас получится вот такая вот деталь. Ставьте лайк, если было полезно. Ждите следующих видео. И пока!